Конничева, дорогие друзья! Сегодня мы отправляемся в страну восходящего солнца – Японию. Это островное государство в Тихом океане, расположенное на японском архипелаге, состоящих из 4 крупных островов – Хансю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку. Хансю – крупнейший остров, длиной 1300 км и шириной до 230 км. Рельеф гористый, много вулканов. На острове расположены основные мегаполисы страны – Токио, Йокогама, Осака, Киото. На Хансю проживает около 75% всего населения Японии. Хоккайдо – второй по величине. На острове расположена крайняя северная точка Японии, мыс Соя, и на нем же крайняя восточная, Носапусаки. Кратчайшее расстояние до Курильских островов составляет всего 7 километров. Крупнейший город Саппоро с населением 2 миллиона человек. Это единственный город-миллионник острова. Климат умеренный, муссонный. Колебания температуры до 60 градусов, от минус 30 до плюс 30. Осадков около 1000 мм в год, и это меньше, чем на других островах. Третий же по величине остров Кюсю, площадью 36 тысяч квадратных километров. Население 12 миллионов. Климат субтропический, муссонный. Осадков до 3000 мм в год. Здесь частые землетрясения и тайфуны. Из-за бурного развития промышленности леса острова находятся под угрозой уничтожения. Замыкает четверку остров Сикоку. Населением около 4 миллионов человек и площадью 18 800 квадратных километров. Рельеф преимущественно гористый. Также частые тайфуны. Общая протяженность береговой линии Японии 19 тысяч километров. Площадь страны 378 тысяч квадратных километров, что на 20 тысяч больше Германии и на 12 тысяч меньше Зимбабве. Население 125 миллионов. Это 11 место в мире по населению. Столько же в Эфиопии. Язык японский. Валюта японская иена. Занимает первое место в мире по средней продолжительности жизни в 85 лет, но этот показатель может снизиться ввиду западного влияния популярного питания. Самая северная точка страны – остров Бентензима. Южная – атолл Акинатори. Самая западная – мыс Иридзаки. И восточная – остров Минамитори. Полезных ископаемых в Японии мало, в основном сера, имеет огромное количество запасов йода. Страна подвержена землетрясениям. Одно из сильнейших произошло 1 сентября 1923 года, магнитудой 8,5 баллов. Пострадало не менее 4 миллионов человек. Были практически разрушены Токио и Йокогама. В Токио только пожаром было уничтожено около 300 тысяч зданий. Разрушены абсолютно все каменные здания. Всего погибло примерно 200 тысяч человек. Я думаю, многим известно, что столица Японии Токио. Он же крупнейший город-государство. Площадью 2200 квадратных километров. Соизмерим по размерам с Баку, столицей Азербайджана. Меньше Москвы. Если взять агломерацию Токио под названием Большой Токио или столичный регион, то население возрастает до 38 миллионов, что является самой большой агломерацией в мире. Следом за столицей по населению крупнейший портовый город Йокогама – 3,7 миллионов человек. Город расположен всего в 30 километрах от столицы. Климат субтропический океанический. Средняя температура лета плюс 25, зимы плюс 5. Осадков до 1600 мм. Достаточно дождливое место. В Токио климат такой же. Третий по населению город Японии – Осака. Населением 2,7 миллионов. Считается одним из самых безопасных городов на планете. Среднегодовая температура плюс 17, осадков 1300 мм. В городе довольно грязный воздух и присутствует смог. Кстати, город-побратим Санкт-Петербург. Примерно 3% территории страны покрыта водой. Самой длинной рекой является Синана, длиной 367 км. В ней водится 55 видов рыб.
случались частые наводнения с большим количеством жертв. Но, к сожалению, далеко не самая чистая река. Обнаружены следы 53 пестицидов. А вот первой по площади бассейна является река Тоне, длиной 322 километра. И также случаются разрушительные наводнения. Третьей же по длине будет Исикари, 268 километров. Самая длинная река на острове Хоккайдо. Основной культурой в районе реки является рис. Многие считают, что в Японии идеальная экология и строгий контроль. На самом деле это не совсем так. Как и в Синано, в Исикари обнаружены 20 различных гербицидов и 13 инсектицидов. А вы знали, что самая короткая река Буцу-Буцугава, длиной всего в 13,5 метров, шириной метр и глубиной 25 сантиметров. Перейдем к озерам. И крупнейшим с большим отрывом по площади от других является Бива, 670 квадратных километров, и максимальной глубиной в 104 метра. Это далеко не самое глубокое озеро в стране. Снабжает питьевой водой 15 миллионов человек. Считается одним из самых старых озер в мире. Вторым по величине будет Касумигаура, 172 квадратных километра и наибольшей глубиной 7 метров. Озеро используется для культивации пресноводного жемчуга. А вот глубочайшим в Японии является кратерное озеро Тадзава с максимальной глубиной аж 424 метра и имеет прозрачность до 30 метров. На берегах озера расположен курорт с горячими источниками. Водится редкий вид лосося, также кунжа, карп, сом. Как и в случае с озерами, самая высокая вершина Японии идет с большим отрывом по высоте от других. Вы, конечно же, слышали о ней. Это гора Фудзи, высотой 3776 метров. Является действующим, хоть и слабо активным стратовулканом. Среднегодовая температура вершины -6. О ней я еще расскажу чуть позже. В центральной части острова Хоккайдо расположен национальный парк Дайсэ-Цудзан площадью 226 гектар. Здесь присутствуют горячие источники, обитают японские медведи. Если вы любитель катания на лыжах, то в парке Дзошинэ-Цукоген вам будет чем заняться. А те, кто предпочитает пешие прогулки, будет интереснее посетить Бандай-Асахи в северной части острова Хансю. На территории находятся луга, озера, ущелья, дом для японского макака, сирау, белогрудого медведя, летающих белок. А вот национальный парк Никко является один из старейших в Японии, основан в 1934 году, находится в 130 километрах от Токио. Для любителей невероятных фотографий это идеальное место. Одно из красивейших мест в стране. Здесь вы найдете густые леса, озера, водопады. Например, знаменитый водопад Кагон высотой 97 метров. А в болотистой местности цветет лизихитон камчатский и азалия. Также есть горячие источники. На склонах холмов расположены буддийские храмы и святилища. В парке расположен древний город Никко, откуда открывается много живописных видов. В Японии считается одним из красивейших городов страны. Национальный парк Фудзи-Хакона-Идзу, как можно догадаться из названия, может похвастаться горой Фудзияма и 5 озерами у подножья вулкана. На вершине Фудзи расположена почта и метеостанция. В июле-августе снега на вершине нет. Это же и является наиболее благоприятным временем для восхождения. По пути есть Ямагоя, где можно купить еды или переночевать. Выбрасывать мусор на территории запрещено. В начале восхождения всем выдают мусорные пакеты. На пути есть биотуалеты с подогревом, питание у них от солнечных батарей. И если я не ошибаюсь, это единственные платные туалеты в Японии. Каждый год Фудзи посещает около 200 тысяч человек. Кстати, имя горы носит более 100 японских компаний, некоторые всем нам известны, например Fujifilm или прежнее название корпорации Subaru. Из неприродных достопримечательностей, по моему мнению, наиболее интересными будут Токийское небесное дерево. Это самая высокая телебашня мира и третье по высоте сооружение на планете, высотой 634 метра. Для сравнения, Останкинская телебашня 540. Но имейте в виду, что смотровая площадка расположена на высоте 450 метров. Была построена за 4 года. Для любителей высоты, если в Токио вам не по пути, будет интересным посетить Марин Тауэр. Это маяк, находится в Якогаме, высота 106 метров, третий по высоте маяк мира. Есть смотровая площадка на высоте 100 метров, построен в 1961 году. Храм Кинкаку-дзи в Киото. Кроме нижнего этажа, весь храм покрыт чистым золотом, используется как хранилище реликвий Будды.
Кинкакудзи отражается в озере, которое носит название «Озеро Зеркало». Еще один храм богини Инари, Фусими Инари, также в городе Киото. Если тебе нравятся тории, тогда это идеальное место для посещения. Их здесь более 10 тысяч. Сделаны из дерева, покрыты лаком. Тории являются подношением храму от богатых людей и больших корпораций. На обратной стороне каждой тории записаны имя дарителя и дата. Химэдзи, или замок Белой Цапли, один из древнейших японских замков. В комплекс входит 83 здания, построенных из дерева, занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А вот в городе Такамацу один из самых известных садов Японии – Рицурин-Коэн, или Каштановая роща. Виды там красивые, экскурсия займет около 2 часов. Для любителей прогулок по свежему воздуху предлагается кедровая аллея в городе Никка. Здесь растут около 13 тысяч деревьев криптомерии или японского кедра. Протяженность аллеи 35 километров. Считается самой длинной аллеей на планете. Если тебе нравится передвигаться по стране на поезде, то в Японии это можно сделать с особой скоростью, ведь сеть железных дорог Синкансен может похвастаться самым быстрым поездами в мире. Общая длина поезда 400 метров, имеет до 16 вагонов и развивает скорость в 320 км в час. Сейчас проходит тестирование поезда на скорости 400, 500 и рекордные 603 км в час. Выглядит это все, конечно, впечатляюще. Любопытное место – Токийский коллектор, противопаводковое инженерное сооружение, расположенное в пределах города Касукабе. Это крупнейшее в мире подземное сооружение для отвода паводковых вод. Система туннелей и резервуаров длиной 6400 метров. Проложены на глубине до 50 метров. На строительство ушло 14 лет и более 2 миллиардов долларов. Открыт для посещения. Тут же в Токио находится самый старый зоопарк страны Уэна, открытый в 1882 году. Один из лучших зоопарков мира. Содержится более 2500 животных. На территории зоопарка расположен Национальный музей природы и науки. 3 дня в году в зоопарк бесплатный вход. Но есть и у него печальное событие. В 1943 году было убито огромное количество животных. Руководство опасалось повреждения клеток, бомбардировок и освобождения зверей. Попытки сотрудников убедить руководство эвакуировать животных не увенчались успехом. Если хотите более острых ощущений, то стоит обратить внимание на парк развлечений Фудзикю Хайрандо в городе Фудзиосида. Здесь находятся третьи по длине горки в мире, 70 метров в высоту и максимальной скоростью в 130 км в час. Тут же Яханайка, уникальные горки, где сиденья поворачиваются на 360 градусов. В мире есть только еще одни такого типа, это X2 в Калифорнии, но они проигрывают по высоте и скорости. Такабиша высотой 43 метра и скоростью в 100 км в час, длиной в километр, имеет угол свободного падения 121 градус. И самое экстремальное будет Дододонпа с максимальной скоростью в 180 км в час, которая достигается менее чем за 2 секунды. Человек испытывает перегрузку больше, чем астронавты, хоть и на более короткий промежуток времени. За все время существования аттракциона минимум 9 человек получили переломы. Для любителей шума, шопинга и ночной городской жизни отличным местом будет специальный район Токио Сибуя, одним из главных центров моды Токио. Здесь расположены крупные торговые центры, такие как Шибуя 109 и Кабусикигайсе Такасимая, уж простите меня за мой японский. Множество галерей, театров, концертных залов, синтоистский храм Мэйдзи, бывший императорский сад, Синдзюку-гюэн, который сейчас открыт для посещения. В Сибуе также несколько самых высоких токийских небоскребов. Например, третье по высоте здание в Токио NTT Дакома Йойоги Билдинг высотой 248 метров. Внимательный зритель мог заметить, что здание очень похоже на нью-йоркский Empire State Building. Все дело в том, что японский небоскреб строился по его образцу. А вот кому по душе тишина и спокойствие, добро пожаловать в сад камней, культурно-эстетическое сооружение. Камни расположены не хаотично, а по правилам дзен-буддизма. Данное место предназначено для медитаций, отстранения от мирской суеты
и повседневных проблем, уединению и размышлению, учиться видеть изящество простоты. Еще есть такая особенность: в какой бы точке ни стоял наблюдатель, его взор упадет на равное число камней. Один из самых известных садов камней, Рёан-дзи, находится в Киото. На площадке расположено 15 черных, необработанных камней, вокруг зеленый мох. Считается, что с какой бы точки ни рассматривал посетитель сада эту композицию, 15-й камень всегда оказывается вне поля зрения, загороженный другими камнями, и полностью можно увидеть их только сверху. Сады камней есть и в России. В главном ботаническом саду Москвы экспозиция «Японский сад», а также в Новосибирске, Пензе, Краснодаре. Интересное место – город Нара. Помимо большого количества исторических сооружений, по городу гуляют сотни оленей. Повсюду продается корм, так что можно беспрепятственно кормить этих милых зверушек. Но если хочется окунуться в мир пушистых и хвостатых, стоит посетить остров Тассира, известный как остров кошек. С древних времен на острове Тассира почитали кошек в связи с тем, что они истребляли крыс, которые сильно мешали местному шелковому производству. Кошек здесь куда больше, чем людей. Население острова около 100 человек. Люди его покидают. Средний возраст жителей острова 70 лет. Благодаря интернету об острове стали более активно узнавать и начали посещать туристы. Местные жители надеются, что это спасет Тассира от запустения. Продолжая тему животных, скажу про Дзиго-Кудани. Обезьяний парк в городе Яманоути. Известен геотермальными источниками, в которых греются дикие японские макаки. В холодные месяцы со всей округи они приходят сюда погреться. Сотрудники парка подкармливали их, и многие макаки поселились здесь навсегда. Это одно из самых северных мест обитания приматов в дикой природе. Единственный путь к парку – узкая 2-километровая пешая тропа через лес. Город Киото не перестает удивлять. В его окрестностях раскинулся бамбуковый лес Сагана. Его площадь всего 16 квадратных километров. Благодаря ветру стебли бамбука издают музыкальные звуки. Высота бамбука может достигать более 30 метров. Святилище Ицукусима – национальное сокровище Японии. Очень популярное место у японцев. Тории сделаны из камфорного дерева и имеют высоту 16 метров. Дойти до врат пешком с острова становится возможным во время отливов. А вот недалеко от города Такаяма находится село Сиракава с населением всего 1600 человек. Одно из самых снежных мест в Японии. Пользуется большой популярностью у японцев. Еще одна локация с обилием снега – Татеяма-Коробе-Арупен-Рута. Горный экскурсионный маршрут между Татеяма и Амати. Находится в японских Альпах. Снежные стены по краям дороги достигают высоты 20 метров. Снег лежит до июня. Длина маршрута 90 километров. По пути расположена плотина Коробе. Она самая высокая в Японии – 186 метров. В префектуре Мияги расположилась группа островов Мацусима. Их здесь около 260, покрыты соснами. Есть 4 великолепные точки наблюдения, называемые Сакан, Рейкан, Юкан и Икан. Можешь написать в комментариях, какая тебе больше всего понравилась. Не менее красивейшим видом обладает песчаная коса Аманахасидаты, длиной 3,3 км и шириной до 100 метров. Косу можно перейти пешком, она не полностью соединяет берега, в ее конце находится раздвижной мост. Недалеко от поселка Натикацура можно посмотреть на самый высокий водопад Японии – Нати-нон-таки, высотой 133 метра. Наверное, самое известное место в стране – лес Аокигахара. Изначально я не хотел включать его в список. Не то чтобы банально, скорее не особо интересное место. О нем сложили много легенд, об аномалиях, призраках. Если вам эта тема интересна, то этот лес не лучшее место для их поиска. Чем он знаменит, я думаю, каждый прекрасно знает. В лесу плохо работают компасы. Это связывает с тем, что под землей находятся обширные залежи железной руды. Аокигахара довольно густой лес, и в нем довольно тихо и легко потеряться. По нему проложено несколько туристических маршрутов. Очень редкой достопримечательностью являются водовороты Наруто, где скорость воды достигает 20 км в час, создавая при этом водовороты в 20 метров в диаметре. Поток воды в проливе является самым быстрым в Японии и 4-м в мире. Про один из них я уже рассказывал в путешествии по Норвегии. Водовороты Наруто можно увидеть с моста О-Наруто. Есть специальное место для наблюдения. Кстати, о мостах.
Не могу о них не рассказать. В Японии их немало, поведаю о самых, на мой взгляд, примечательных. Уже упомянутый Анаруто – один из крупнейших в мире, длиной 876 метров и высота над водой 41. Висячий мост Акаси Кайкё, общей длиной 3911 метров и высотой в 283. Расстояние до воды 66 метров. С момента постройки и до 2022 года являлся самым длинным висячим мостом в мире. Также один из самых высоких. Высота над водой позволяет проходить крупным судам, а его конструкция позволяет выдерживать землетрясения до 8 баллов. Открыт в 1998 году. Великий мост Сето соединяет острова Хонсю и Сикоку. Общая длина 13 100 метров. В строительстве участвовало не менее 50 тысяч человек и 186 погибших. Это самый длинный в мире двухъярусный комплекс из четырехполосной автодороги и скоростной ЖД-линии. Мост Сето-Ахаси представляет собой серию двухъярусных мостов через ряд из 5 островов. Проезд занимает 20 минут, построенный в 1988 году. А это мост Татара, общая длина 1480 метров, ширина 30. Расстояние до воды 26 метров. Есть пешеходная дорожка. Строительство заняло 6 лет. Открыт в 1999 году. А вот так выглядит самый старый каменный мост Японии – Меганебаси, 1634 года постройки, длиной всего 22 метра, шириной 3,5. Наводнение 23 июля 1982 года смыло 6 из 10 каменных мостов через реку Накасима. Меганебаси сильно пострадал, но был восстановлен из оригинальных камней. Сейчас вкратце расскажу о японской кухне, которая отличается натуральными, минимально обработанными продуктами, большим разнообразием морепродуктов. Традиционная кухня основана на рисе или гохане, супе, мисо, рыбе и овощей. Помимо риса часто присутствует лапша соба или удон. Исторически японская кухня была под влиянием китайской, оттуда и пришли рамены, гёдзе. Из напитков предпочитают зеленый чай, сакэ. Главными особенностями японской кухни является минимальное употребление мяса, жиров и молочных продуктов, использование свежих продуктов без длительного хранения, небольшие порции при большом разнообразии, превалируют морепродукты, большой упор на эстетику блюда и стола, сорта риса повышенной клейкости для удобства брать палочками, употребление разных водорослей, сои, фасоли, дайкона, бамбука, ямса. Но как я уже упоминал в начале, традиционная кухня потихоньку уходит на второй план, уступая бургерам и прочему фастфуду. К тому же в Японии популярны блюда, обжаренные во фритюре, что очень пагубно сказывается на здоровье. Напоследок по традиции расскажу про естественные опасности. И затрону еще тему стихийных бедствий, ведь Япония расположена в зоне Тихоокеанского огненного кольца. В истории страны огромное количество землетрясений, цунами, извержений вулканов. 2 из 5 самых дорогостоящих стихийных бедствий произошли в Японии в 1995 году и 2011. Землетрясение в Кобе в 1995 году силой в 7 баллов длилось около 20 секунд. В результате погибло 6500 человек, и 300 тысяч осталось без жилья. Ущерб составил около 3% от ВВП Японии. А 11 марта 2011 года произошло землетрясение у восточного побережья острова Хонсю. Магнитуда 9 баллов. Вызвало цунами высотой 40 метров. Произошло на расстоянии 70 километров от побережья Японии. Через 15 минут цунами достигло берегов. На побережье Чили, которое находится дальше всего от Тихоокеанского побережья Японии, это около 17 тысяч километров, были зафиксированы волны до 2 метров в высоту. Повреждены коттеджи и катера. В России же, на Курильских островах, было эвакуировано 11 тысяч жителей. В результате в Японии погибло 22 тысячи человек и около 6 тысяч раненых. Город Рикудзен-Таката практически полностью смыло, а в поселке Миними-Санрику пропало без вести 10 тысяч человек. В городе Итихара загорелись хранилища с природным газом.
а в Сендай на нефтехимическом комплексе произошел сильный взрыв. Все это несмотря на то, что на территории страны работает развитая сеть оповещения о чрезвычайных ситуациях. 3 энергоблока атомной электростанции Фукусима-1 были повреждены. Произошел сильный радиационный выброс. Население окрестностей было эвакуировано. На АЭС Фукусима-2 также повышен радиационный фон и эвакуированы жители. Сендайский аэропорт, расположенный на равнине у побережья, практически смыло волной цунами. 2 поезда линии Сенсеки сошли с рельс и были сильно повреждены. Помимо этого, в стране прекратили работу огромное количество компаний, что повлекло колоссальные убытки. На ликвидацию последствий наиболее многочисленные бригады спасателей прислали Россия, Австралия, США, Великобритания, Южная Корея и Китай. Группировка российских спасателей в Японии составляла 161 человек. Это одна из самых больших иностранных группировок спасателей, оказывающих помощь этой стране. А в 2022 году в Японии было довольно необычное явление в виде аномальной жары. Температура достигала 40 градусов. Около 16 тысяч человек попали в больницу. Жара продлилась весь июль и август. Ну и в завершение речь пойдет об опасностях животного мира. И на первое место я поставлю японского шершня. Согласитесь, с летающими куда больше проблем, чем с ползающими. Это гигантское насекомое до 5 см в длину и длиной жала около 6 мм. Содержит высокотоксичный яд нервно-паралитического действия. Наибольшая их концентрация в лесных районах. Всеядны. Численность колоний до 300 особей. Шершни очень вредят пчелам и нападают на ульи. Однако, пчелы выработали защитную тактику. Огромное количество пчел окружают шершня плотным скоплением, тем самым поднимая температуру внутри до 47 градусов. В отличие от пчел, шершень не может выдержать такой градус и погибает от теплового шока. Сам по себе шершень не агрессивен и нападает в случае угрозы. Тем не менее, данный вид убивает около 40 человек в год. И это делает его самым смертоносным представителем животного мира в Японии для человека. Из крупных представителей наибольшую угрозу представляет азиатский черный медведь. Он не так велик, как его другие сородичи, является травоядным, передние лапы значительно сильнее задних, что позволяет ему хорошо лазить по деревьям. Могут довольно долго передвигаться вертикально на 2 лапах. Зрение у него не очень хорошее, а вот обоняние куда лучше других медведей. При угрозе издает громкое шипение. Довольно агрессивны к людям, могут нападать без повода. Частые смертельные случаи. Главными врагами азиатского черного медведя являются тигры, бурые медведи, стаи волков, иногда рыси. На территории страны обитает вид очень крупных многоножек Scalopendra subspinipes длиной до 20 см. Является активным и крайне агрессивным членистоногим, очень чувствительно к вибрациям поблизости. Охотится на любое животное, что может одолеть, буквально все живое, что не слишком больше ее самой по размеру. Основу рациона составляют пауки, скорпионы, мыши, рептилии и другие позвоночные. Защищаясь или нападая на добычу, многоножка использует все свое тело, обвиваясь вокруг жертвы. Яд у человека вызывает сильную боль, слабость, лихорадку. Крайне редки, но не исключены смертельные случаи. Наиболее подвержены им дети и люди со слабым иммунитетом. Из пресмыкающихся выделю мамуши, японская ямная гадюка. Ежегодно до 3000 человек в Японии подвергаются укусам. Требуется интенсивная терапия. Несмотря на наличие эффективного противоядия, около 10 человек погибает. Встречается на болотах, лугах, лесах, каменистых склонах. Атакует из засады, используя превосходную маскировку. И еще один вид гадюк под названием хабу. Длиной до 150 см. Это самый крупный представитель своего рода. Обитает только на островах Рюкю. На этом я буду заканчивать свой рассказ. Надеюсь, было интересно и полезно. Делитесь этим видео с друзьями. Узнаем мир вместе и хорошего тебе настроения.